Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале. Давайте немножечко полюбуемся на эту цветущую красоту. Начать свой показ я хочу с орхидейки Каменная роза. Недавно она раскрыла свой первый бутон. И посмотрите, какой он красивый. Он с элементами белого цвета. Как плохо без солнца. Трудно передать всю красоту. О, чуть-чуть поймала солнышко. От дома отсвечивает. И только вот так вот, взяв в руки, могу показать вам. И это очень трудно поймать. Вот какая красота. Хоть и 3 цветочка, но каких. Интересно, какими будут 2 других цветочка. Видите, с какими разливами. Белый цвет. Прям Magic Art так и пытается показать свое личико. Вот она, моя каменная розочка, моя красоточка. Это первая каменная роза, которую я купила по объявлениям. Ну давайте, пока светит солнце, покажу вам все свои орхидеи. Хотела показать только тех, кто распускается, но пока есть такая возможность, покажу все свои орхидейки. Посмотрите на эту красавицу. Такая яркая расцветка, резной край. Необычная, конечно. Я еще нигде таких не видела. Ее я нашла по объявлению. А это орхидейка Белая принцесса. Посмотрите, какой пышный букетик она мне в этот раз выдала. В прошлый раз был один длинный каскад, а в этот раз 2 цветоноса, но не сильно длинных. Вы бы видели, в какой позе я стою. В позе статуи с вытянутой рукой. Еще и пытаюсь в телефон смотреть. Ой, какая красотка. Так хочется передать всю ее красоту. Еще и попытаться поймать солнышко. И скоро уже будет светить полноценно. Прям в окно, а не отражаться от стекол дома напротив. Вот она, красоточка моя. Умничка. Цветочки в этот раз немножко помельче, чем в прошлый раз. Но ничего, зато пышненько, красивенько получилось. Солнце уже почти не светит. Я же уже начала. Уже покажу вам. Так, слегка светит. Это орхидейка Сизиня. В этот раз на 6 цветочков. Очень даже красиво. Букетик. Это красавица Падова. Нежная какая.
Вот орхидейка Пастелла Кис распустила первый цветочек. На самом деле он гораздо ярче. Камера высветляет, а солнышко куда-то делось. Сейчас попробую. Очень красивая орхидейка. У нее крупные цветочки. Очень долго держит она свои цветочки. Вот такой у нее цвет. Немножко фокус теряется, но я хочу показать вам именно цвет, которым мы цветем. Очень красиво распускается, потом немножко выгорает. Такой цвет мне, конечно, больше нравится. Немножко с оранжевым. Так, и еще сейчас покажу вам один распуск. Так, вот наши бутоны. Ага, уже увидели на заднем плане? Сейчас. А это самая тяжелая орхидейка сегодняшнего показа, потому что она самая крупная. И эта орхидея Тарина распустила свой первый цветочек. Смотрите, у нее на сепалиях какая-то мутация, похожая на бабулетку. В этот раз она решила так процвести свой первый цветочек. И вот бутончики наши. Должна процвести на 7 цветочков. Помните, она засушила бутоны, но она молодец, пробудила дальше свой цветонос, продлила его и порадовала нас своими цветочками красивыми. А еще она пробудила спящую почку, и вот еще продолжение цветоноса. Так что у нас будет 2 цветоноса. Умничка, не пропустила цветение все-таки. Ну и на стеллажике давайте покажу вам. При освещении ламп. Так, это орхидейка Сильвия. Красавица моя. На 3 цветочка процвела в первом домашнем цветении. Но все равно она молодец. А это нежнейшие цветочки. У нее такие тонкие лепестки. Все время забываю название. Подпишу вам. Красавец. Биглип. С нежными, утонченными цветочками. И вот с этой стороны. А здесь у нас биглип. Я его название не знаю. Тоже первое домашнее цветение. Процвел на 2 цветочка. Очень красивый, необычный биглип. Я впервые такой увидела. Я его купила с белым биглипом. Он у меня еще в домашнем цветении не цвел. Это я на 8 марта прошлого года напокупала. Так, а это у нас орхидейка Мадонна. Она уже отцвела на магазинном цветоносе. Это она уже дома вырастила свой цветонос, хоть и магазинный, но распустила цветочки дома. Какая нежная орхидейка. Должна цвести пышненько в домашнем цветении. С шапками цветов, потому что это мультифлора. У нее цветочки поменьше, но она берет тем, что пышно цветет. А это орхидейка Тунис.
остался один цветочек. Я уж его не срезаю. Любуюсь тем, что есть. А на десерт я покажу вам орхидею бабочка Стелленбош. Ее подарил мне муж на 8 марта. Это первая цветущая бабочка в моем доме. Мои, которые у меня есть бабочки, никак не порадуют меня цветением. Надеюсь, весной или летом случится это чудо. Я купила эту орхидейку, уже цветущую, у такой же любительницы орхидей, как и я. Правда, у нее 300 орхидей, не то что у меня. Детский сад, штаны на лямках. Ну, конечно, за 300 орхидейками очень трудно ухаживать, а за этими-то уже прям тяжко иногда, особенно когда протираю пыль, когда осматриваю каждую орхидейку, тяжеловато. Я немножко всех переставила. Я же вам каждую вытаскивала показать с места. И теперь некоторые новые орхидейки распустились, и их тоже нужно было повернуть ко мне. И вот что у меня получилось. Немножко по-другому теперь орхидейки стоят. Карину сюда развернула. Карина, африканский закат. Golden River, как ее только не называют. Пастелла Кис тоже повернулась сюда. Она стояла на окне справа, теперь здесь стоит. Каменную розу развернула и на другое место поставила. Сизини тоже на другом месте. Посмотрите, на нее даже солнышко светит. От окон отражается опять-таки солнышко. Орхидейка бабочка Стелленбош стояла здесь на столике, а сейчас я ее поставила на окно повыше. Падова немножко правее встала, а то здесь было пусто на окне. И на месте стоит орхидейка Тарина. Как же она красиво цветет, мне так нравится. Я вам вставляла фотографии ее цветения. Это, конечно, шикарные каскады. Взрослое растение радует своим прекрасным, богатым цветением. Ну все, теперь уже точно все. Пока-пока, друзья. До новых встреч на моем канале.